Здравствуйте, авиаторы и не только! Добро пожаловать на канал Пилот-Инженер. В сегодняшнем видео вы узнаете, почему мы любим авиацию, что в ней такого особенного, что миллионы людей по всему миру идут в авиационные вузы, строят модели, берут в руки фотоаппарат и лезут на деревья около аэропорта в поисках лучшего ракурса. И, конечно же, обучаются и получают лицензию пилота. Все дело в том, что человеку с давних времен интересно все неизведанное и непокоренное. Со времен легенды о Дедале и Икаре люди мечтали покорять Пятый океан. Лишь в 20 веке авиация стала по-настоящему доступной и неотъемлемой частью жизни человека. Итак, 5 классных вещей в авиации. Полетели. Красота. Как говорится, во-первых, это красиво. Трудно не согласиться с тем, что только с высоты птичьего полета мир открывается во всех его красках. Разноцветные лоскутья полей, зеленые леса, блеск водной глади, заснеженные вершины гор и мерцающие миллионами огней ночные мегаполисы. Все это доступно глазам пилотов и пассажиров благодаря авиации. Сами летательные аппараты являются произведениями искусства с точки зрения эстетики. Стремительные изящные формы боевых истребителей, грациозные очертания бизнес-джетов, как символов роскоши, огромные авиалайнеры, внушающие своим видом чувство надежности и комфорта предстоящего путешествия, и простые, стильные самолеты малой авиации. Все это часть прекрасного мира авиации. Свобода перемещения. Именно авиация позволяет почувствовать себя свободным. Несмотря на то, что существует множество правил, ограничивающих действия пилотов, все равно, держа в руках штурвал или сидя в кресле пассажира, вы понимаете, что можете запланировать полет куда угодно, почти по прямой. А если вам выдастся шанс полетать на планере над живописными ландшафтами или покрутить фигуры на спортивном самолете, вы поймете, что такое 6 степеней свободы в реальности. Скорость. Воздушный транспорт является самым быстрым на Земле на данный момент. В 1976 году SR-71 Blackbird установил абсолютный рекорд скорости среди пилотируемых самолетов с турбореактивными двигателями. Его скорость составила 3529 км в час. Конечно, если вы не пилот ВВС, то вам не удастся преодолеть звуковой барьер, ведь Конкорды и Ту-144 давно не летают, а новых суперсоников пассажирской авиации пока нет. Но все же, добраться из Москвы, например, в Екатеринбург за 2 часа все же лучше, чем сутки ехать на поезде. Конечно, найдутся люди, которые скажут, что поезд это романтика, там смотришь пейзажи, кушаешь дошик, и они будут правы, мне нравятся поезда. Но при условиях дефицита времени, что особенно актуально для студентов и тех, кто ездит в деловые поездки, высокая скорость самолетов является неоспоримым преимуществом. Высокие технологии, возможность создавать новое. Авиация привлекает возможностью постоянного технического развития, поиска новых идей и решений. Аэрокосмическая сфера находится на самом острие науки и техники. Все новые технологии появляются в авиации намного раньше, чем в других отраслях. Например, композитные материалы, которые сейчас используются в автомобилестроении, медицине, строительстве, пришли именно из авиации. И впереди еще множество всего нового и интересного. Огромный потенциал для исследований представляют аэродинамика, материаловедение, электроника, в том числе искусственный интеллект и беспилотные летательные аппараты. Интерес также представляют аддитивные технологии, технологии дополненной реальности и системы эффективного управления жизненным циклом изделий. Коммерческий потенциал. В наше время, в мире товарно-денежных отношений, нельзя не сказать про финансовую сторону авиации. Сегодня самолеты не только и не столько романтика, сколько бизнес, порой очень жесткий. Ведущие авиастроительные концерны, являющиеся транснациональными корпорациями, борются за рынки сбыта самолетов. Расходы на военную авиацию крупных стран составляют сотни миллиардов долларов. Все это делает аэрокосмическую сферу весьма прибыльной. Также в последнее время распространен бизнес, связанный с малой авиацией, квадрокоптерами и авиамоделями. Подводя итог, необходимо отметить, что это только основные пункты, за которые мы все любим авиацию, и каждый из них можно раскрывать часами, но все-таки у нас ролики в формате коротких видео, поэтому мы остановимся на этих 5 основных позициях. А вы пишите в комментариях, за что именно вы любите авиацию, и конечно же ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!